Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Давно меня не было вот так вот с вами на экране. Я сейчас нахожусь на больничном после плановой операции, но вот уже могу делать эти видео. И поэтому я сейчас имею как бы время и посвящу именно время серии видео о совместимости знаков. Вы должны понимать, я думаю, понимаете, что каждый знак может жить вместе и любить, и долго, и счастливо. Но есть одно «но». Как вы уже знаете, астрология – это мое хобби, и именно поэтому я заметила неточности в гороскопах, в описаниях характера разных знаков. А я наблюдатель, я наблюдаю долго, и для меня факты – самый лучший аргумент проверить или поверить в что-то, в какое-то описание. Кстати, вот сразу скажу, некоторые пишут в комментариях, что влияет на характер масса факторов. Да, безусловно, она влияет, и умные, талантливые люди есть во всех знаках, и мы тут про общие черты говорим только в этих видео. И представьте, вот как эти черты, которые вот даны нам от природы, как они проявляются у глупого и у умного человека. Это будет совершенно разный на выходе результат. Но что-то общее, тем не менее, будет. Еще были вопросы, почему я читаю, а не говорю в экран, как бы, да, не подглядывая. Объясняю еще раз. Вот, чтобы было понятно, вот здесь 11 листов у меня написано. И я, чтобы не делать видео длинными, я когда пишу, я сжимаю все и выкристаллизовываю главное. И сжимаю, чтобы рассказать быстро, но не сухо. Иначе, вот кто меня знает, тут будет у меня текст не на 11 страниц, а на 111. И меня будет трудно остановить. Вы сами потом пишете, что я рассказываю довольно быстро, четко и без воды. Значит, вас это устраивает. Я буду, конечно же, читать, чтобы не растягивать видео на часы. Мне, например, не нравится видео, когда человек что-то рассказывает, и он начинает забывать, что он это сказал. И он переливает из пустого порожнего очень долго, повторяется, мямлит. И я уже не выдерживаю, если мне интересно дослушать. Ну, как правило, мне не интересно, но если вдруг мне интересно, что же, к чему он ведет, то я уже просматриваю на высокой скорости, потому что это невозможно выдержать. Так что я считаю, что лучше прочитать сжатый материал, чем сидеть и вот растягивать на 20 минут, лишь бы растянуть это видео. Я отмечаю важные моменты. Возможно, вы на это не обращаете внимания или не придаете должного значения, а потом вы не понимаете, почему коса находит на камень. Это я говорю про совместимость знаков. И вам непонятно почему. Возможно, вы сейчас на это обратите внимание. Долгое вступление, но поехали. Сегодня мы разбираем мужчину Тельца и женщин всех знаков. Первый у нас, значит, мужчина Телец, женщина Овен. Меня всегда настораживает подобный союз, потому что они оба напористые, упрямые, но они по-разному напористые и упрямые. Женщина Овен, образно выражаясь, открыта, громка, активна и уверена в себе. В то время, когда мужчина Телец не менее уверенный в себе и считает себя главным, более сильным и стабильным, и внешне его напор выражен меньше. Хорошо, если у них сходятся жизненные взгляды, тогда им будет как-то полегче вместе. Но так каждый будет гнуть свою линию всю жизнь. Женщину Овна будут доставать консервативность Тельца и его внешнее спокойствие. И внешняя малоэмоциональность. А его может начать доставать ее неугомонность. Разность темпераментов на базе одинаковой упертости тут происходит. Тельцу стоит быть более терпимым к скорости и яркости проявления своих чувств Овна, а женщине Овну более спокойной быть по отношению к Тельцу, хотя это маловероятно, что у нее это получится. Но контролировать себя можно, сдерживать немного, хотя люди должны сами понять, вообще надо им это делать или нет. Положительные стороны союза Тельца и Овна. Тельцу нравится наблюдать за поведением женщины Овна, он получает эмоциональный заряд, она ему дает настроение. А женщина Овен получает от Тельца крепкую стену, от которой она может оттолкнуться и взлететь для совершения новых своих планов. Телец-мужчина может немного
успокаивать вот этот бурлящий характер жены Овна. Им только важно не начать учить друг друга. Тельцам стоит спустить планку своей значимости врожденную, иначе муж превратится в папу или влиятельного крестного отца для вечной девочки Овна. Она во всем инициатор, а он просчитывает, сколько это стоит. Это я образно говорю. Чтобы вам было понятно со стороны, человек, вот гуляющий с собакой, например, по лесу, да, и он спускает собаку с поводка, и она начинает, вот человек идет, а собака туда пробежит вперед-назад, вперед-назад. Вот в данном случае это аллегория сейчас, не пишите так, что я вас сравниваю с кем-то, но в данном случае человек это телец, а собака, носящаяся туда-сюда, это овен. Вот у них совершенно разная скорость по жизни. Это может быть очень положительным моментом, телец будет больше проживать разных эмоций, успевать. С другой стороны, Овну что-то хочется вот прямо сейчас, это нормальная такая природная черта Овна, а телец еще не посчитал рациональности этого действия. И Овен выйдет из себя, они тикают совершенно по-разному, они по своей структуре разные. Земля всегда засыплет огонь, тихо и быстро. Овен не сдержанно, она хочет эмоций, а тельца лучше на эмоции не выводить, потому что если его вывести на эмоции, то тогда он меры не знает. И если им удастся как-то долго побыть вместе, пробыть какой-то период жизни, не разойдясь, то они научатся ценить некоторые качества, и которые позже могут сложиться в такой хороший пазл. Вот так вот у нас отношения Овен-Телец. Переходим к другому. Мужчина-телец, женщина-телец. Тут, казалось бы, полегче. Они, правда, оба, как в замедленной съемке, идут навстречу друг другу, причем выставив врага на всякий случай. Они не понимают, что они одного поля ягода. Они зеркалят друг друга. Мужчина-телец любит глазами, а женщина-телец, она всегда обычно женственна по-своему, и оба они будут изучать партнера тщательно, так, на расстоянии вытянутой руки, прежде чем погрузиться в отношения. Женщине, тельцу, важна финансовая база, и у тельца мужчины эта база, как правило, бывает. Они понятны друг другу. Примерно на одной скорости они могут идти к своему личному успеху, а могут вместе работать. По большей части тельцы дипломаты, они избегают каких-то неприятных стычек, но могут упереться рогами и копытами в некоторых глобальных вопросах или крупных покупках, например, или воспитании детей. И тогда все может закончиться раз и навсегда. Они, как, знаете, борцы сумо. Каждый пытается вытолкнуть другого за пределы татами. И это их природное явление. Если тельцы с кожей по темпераменту и любят тактильный контакт, все у них будет хорошо. Люди же все равно по характеру разные, в разных семьях выросли и так далее. Они оба контролируют свои доходы и расходы, и это их объединяет. Если отношения портятся, телец-мужчина пытается этот процесс предотвратить. Им лень опять строить отношения с незнакомым человеком. А женщина-телец порвет отношения, если потеряет уважение и доверие у партнера. Будет вместе какое-то время, все обдумает и разорвет отношения. Тельцам очень важно доверять друг другу и понимать друг друга полностью. Может в чем-то уступать, если это возможно им договориться. Иначе они вместе быть не смогут. Надо открыть рот и открыто разговаривать друг с другом. Тогда, возможно, все будет гладко. Мужчина-телец, женщина-близнецы. Воздух и земля совершенно разные. И, в принципе, на этом может держаться брак, как ни странно. Они будут удивлять друг друга. Тельцу не надо быть упертым, иначе ничего не получится. Хотя они физически и внешне нравятся друг другу. Есть такая японская пословица: заблуждаться может каждый, но упорствовать в заблуждении может только глупец. Так вот, тельцу надо быть в данном случае более флексибельным и живым в проявлении себя. Женщина-близнец – воздух. Она легка, болтлива, жива. Ей приятна коммуникация, а телец не особенно коммуникабельный. Близнецы социальны, и им нужно общение.
Телец более традиционный в плане семьи, и близнецы это принимают хорошо. В глобальном плане телец мужчина предсказуем, а близнецы как бабочки легкие, да, они могут поддержать любую тему, увлекаются часто модой, красивыми вещичками, и хорошо, что телец не порхает вместе с ними. Он является якорем, объединяющим семью, а близнецы – интеллектуальная составляющая этой семьи. Близнецы любят веселых людей, а телец, в отличие от женщин-тельцов, не так легко и непринужденно может шутить. А близнецы любят мини-приключения, желательно каждый день, и поэтому им бы вместе увлекаться чем-то было бы неплохо. А так она создаст уют дома однозначно, и телец обеспечит финансовую базу. Хотя обычно близнецы сами могут зарабатывать и с легкостью тратить свои деньги. Они могут друг друга выводить легко из тупикового состояния, потому что они разные и выходят по-разному. Если вдруг они туда зашли, они в состоянии поддержать друг друга. Близнецам не надо доводить тельца до взрыва, потому что в гневе он страшен, закройте рот и лучше удалитесь подальше в этот момент. Сложность брака может быть в том, что близнецы быстры и непоседливы, легки в общении, а тельцы не любят выходить из зоны комфорта. Близнецы будут всю жизнь чем-то интересоваться, суетиться, могут устать от тяжелой медлительности и неспонтанности тельца. А телец может воспринимать поведение близнецов и их очень большой круг общения как легкомыслие, потому что телец, он консерватор. Им надо научиться спокойно относиться к тому, что они разные. Телец может научиться коммуникабельности, а у близнецов будет та самая каменная стена в виде тельца, о которой некоторые мечтают. В общем, если соединить разнообразие и стабильность, то все будет очень даже хорошо. Едем дальше. Мужчина-телец, женщина-рак. Мне кажется, они подходят друг другу. У женщины рака есть пунктик довольно часто – замужество. И телец, вот тот самый муж, стена, опора и так далее, у них брачный замес основан на стабильности, у них обоих. Глобально они смотрят одинаково на многие вещи, но по мелочам могут не понимать друг друга совершенно. Рака, правда, иногда кидает в крайности, она то весела, то может обидеться на какую-то фигню совсем. Долго пребывать в состоянии обиды. Телец на ее обиды не реагирует. И рак воспринимает это как наглость, холодность и безразличие. Раки не координируют часто свои эмоции. Если вот полную чашку кофе, знаете, нести на бегу, вот эти вот эмоции, они разливаются через край, то в одну, то в другую сторону. У тельца тоже бывают моменты взрыва эмоций. Он не будет уже вписываться в идеальный образ, который есть уже составленный в голове рака. Рак может быть капризной, требовательной, и ее тоже тянет на авантюры. У кого-то это больше, у кого-то меньше проявлено, но это так. А телец уже в браке состоящий, он расслабляется, он становится более пассивным. И женщине раку становится с тельцом скучно. Ей нужны какие-то вылазки с друзьями, и вот она ищет эти возможности. Они редко ссорятся, а оба брезгливы, это их объединяет. Они ревнивы, по сути, оба, но в друг друге они чаще всего уверены. Она более эмоциональна, чем он, но, тем не менее, они как бы верны друг другу в основном. Телец любит красивых, чувственных женщин, Венера, да, он же под Венерой, поэтому раку не надо выпендриваться и соглашаться на любые варианты в постели. Телец внимателен, и раку это очень подходит. А внешне раки очень даже следят за собой. Если рак что-то заподозрит, если даже на самом деле это не так, то она рвет отношения. Потом посвящает время на пострадать, на обдумывание, почему все несправедливо так со мной. В общем, если они будут уважать друг друга и верить друг другу, брак будет отличный. Мужчина – телец, женщина – лев. Львицы амбициозны, любят добиваться успеха и зарабатывать, и тратить деньги в удовольствие. Телец тоже любит зарабатывать и вкладывать туда, куда выгодно. В любом случае выгодно распоряжаться своими деньгами. Союз сложный. Львицы бывают общительны,
а телец нет. И оба упрямы при этом. Внешне телец, скорее всего, обратит внимание на львицу, так как она любит выделяться в толпе. Но это внешне. Львица хочет быть свободной и, естественно, себя вести, не учитывая ничьего мнения. Ей нельзя делать замечания, ограждать от других людей. А телец, он собственник. Ему может что-то не нравиться, он может не отпустить львицу на концерт с друзьями. Потом будет ее упрекать, может ревновать. Короче, по молодости они слишком горячи и упрямы оба. Есть такой тип львиц, неудовлетворенных своей жизнью до замужества, и они потом ищут какой-то конфронтации. Они завидуют, придираются, выходят из себя, потом опять ищут, где бы проявить себя. Главное быть замеченной любыми путями. Вот с такими львицами у тельца шансов вообще нет. Львице нужны эмоции, тельцу спокойствие. Она может вывести тельца из себя и вообще заставить его удалиться, если уж на то пошло. Тельцы ненавидят разборки любые, кто прав, кто виноват. Оба очень себялюбивы, и надо думать о тактичном обращении друг с другом. Они одинаково сильны, и если им что-то надо, то выяснять не всегда это получается в устной форме. Они могут быстро завестись и поругаться. Им вот можно свои претензии, отзывы и предложения сделать в письменной форме. Вот некоторые смеются над таким способом выяснения, вот кому что нравится, плюс-минус там, но вот им это подойдет. Тогда они смогут найти компромисс и все спокойно обсудить. С другой стороны, они оба любят комфортную жизнь, оба успешны в карьере. Они не так любят мечтать, как понимают, что надо действовать, и они действуют. Лев любит преображать деньги в одежду, путешествия, какие-то приятные мероприятия или покупки. А телец деньги любит как просто лежащие в банке деньги, которые приносят ему спокойствие. Какая-то часть, во всяком случае. Львица любит славу, признание людей. Ей надо в толпу, образно говоря. А телец интроверт. И тут уже другая сторона медали. Львица ревнива, а телец, если уж пошел с ней в ресторан, он будет смотреть на красивых женщин. Просто так, ну, без задних мыслей, потому что это его природа. Он любит смотреть на красивое. А львице это не безразлично. Если телец изменил, бывает такое, да, то львица не прощает подобных вот вещей. Женщина-лев может давить на тельца, но он тоже из камня. Оба сильные, упрямые, бескомпромиссные. Они, извините, будут всегда письками мериться всю жизнь. И тут, кто умнее, тот и победил. Просто противостояние бесконечное, ни к чему не ведущее. Не надо ставить себя выше другого, но в данном случае это непросто. В общем, я считаю, что это сложный союз. Мужчина-телец, женщина-дева. Казалось бы, они похожи, оба земные знаки. У них, скорее всего, будет взаимопонимание на природном уровне. Но дева не такая, как ее любят описывать в гороскопах. Женственная, целомудренная. Не такая. Девы обращают внимание на внешность и манеру одеваться мужчины, точно так же, как на это обращает внимание телец. Дева также будет смотреть на то, как телец за ней ухаживает. Важно, чтобы он платил за нее там, куда они пойдут. Потому что так принято. И я не могу согласиться, что дева будет рада приглашению в консерваторию, например. Ей будет гораздо приятнее, если вы пойдете туда, где можно танцевать, веселиться, двигаться, в общем. Девы любят двигаться, а тельцы гораздо реже любят это дело. Тельцы любят сами покрасоваться, и им нравится, когда их женщина тоже эффектно выглядит. Девы в большинстве случаев любят приодеться. Союз, в принципе, может стать крепким и навсегда, так как они могут в браке позволить себе быть естественными, и это обоим очень комфортно. Не могу сказать, что в браке мало эмоций, потому что дева всегда найдет себе развлечения, увлечения, хобби, и она будет везде успевать. Если бы можно было еще и не готовить, вообще было прекрасно. Но телец любит как раз, когда жена хозяюшка. Но девы любят работать и быть в коллективе, и карьеру строить тоже могут. Так что ей придется успевать везде. Плохо, что в браке они оба любят отстаивать свое мнение и не уступать друг другу. Упрямство тельца и нравоучение девы могут стать причиной их ссор. Деве нужны положительные эмоции, не обязательно в присутствии тельца.
Ей важно вырваться с компании иногда и потратить накопившуюся энергию, напитаться новой положительной. Это и для Тельца будет полезно. Или поехать, например, вдвоем на однодневную какую-то экскурсию хотя бы. Хоть они и земные знаки, но им может быть вместе скучно. Им надо не придираться к мелочам, а открыто демонстрировать свои чувства, и тогда они найдут какой-то общий язык. Мужчина-телец, женщина-весы. Они подходят друг к другу физически, так как они оба под планетой Венера, и поэтому они сочетаются. Но если что, они оба не хотят брать на себя ответственность или инициативу за конкретно что-то. Телец ленится, тянет кота за хвост, а весам тоже нужно время для принятия решения, они весы. И если ситуация прижмет, то первой все-таки выступит женщина-весы, раз уж такое дело. Так как она хоть и легкая, воздушная, но в конкретной ситуации, когда вот необходимо принятие решения и действовать быстро, она превращается в пулю, летящую прямо в цель. Они оба не любят лезть на первый план, оба любят очень искусство. Идеальный вариант такой пары, когда же вот женщина муза какая-то, а он там художник или, не знаю, музыкант. Или он снимает кино с ней в главной роли. Или она танцует, а он хореограф. Ну, в общем, вот такие вот. Или, например, телец кулинар, а весы оформляет это все в какую-то книгу с фотографиями эстетичными такими. Выбирает фото и так далее. Или, например, он собирает картины или рисует, а она владеет галереей и развешивает их на свой вкус. То есть в плане оформления у нее, у весов очень развито мышление. Но и телец тоже этим обладает. У него тяга вот к красивому. Весы – это украшения, их надо беречь и любить. Телец это делать умеет, есть гармония в этом союзе, на этой почве. Им обоим нравится окружать себя дома красивыми вещами. Женщина-весы на первый план в семье лезть не будет, но и прогибаться под мужа не будет. Они в браке равноправны. Это инициатива и природа весов. Она умная, терпеливая и тактичная. А тельцы обожают женственность, и он будет ценить красивую внешность весов. Если внешне девушка ему вообще, вот когда он знакомится, не нравится, то, скорее всего, остальные качества он даже рассматривать не будет. То есть не так, что, да, посмотри, какая она хорошая, ничего страшненького. Нет, он не будет даже смотреть в эту сторону. Упрямому тельцу нельзя проявлять грубость и хамство. Даже мимолетный взрыв очень влияет на отношение весов к мужу-тельцу. Потеряйте уважение очень быстро. Она также не простит, если увидит, что телец обидит ребенка, котенка, там, старика, или, без разницы, любое животное. Это будет первая и последняя встреча, если вы еще не женаты. И еще момент. Телец может не понимать весы, так как весы часто видят во всех только хорошее, но они оба в состоянии это обсуждать, дискутировать, приятно общаться на разные темы и могут прийти к какому-то заключению. Хотя иногда у них разные приоритеты в жизни. У тельца они более земные, у весов более возвышенные. Если оба человека, телец и весы, культурные люди, то им вместе очень комфортно. Может быть прям полная гармония в семье или в карьере, если они вместе работают. Мужчина-телец, женщина-скорпион. Небо и земля. Разные совершенно. Спокойный телец и неспокойная скорпионша. Это очень хорошо в сексе для них. Они прекрасно подходят друг к другу, но семейные отношения построить сложно. Но можно. Если с весами они помешаны на красоте и искусстве, то здесь на страсти. Скорпион тоже, можно сказать, муза, танцующая на лезвии ножа. Такая неспокойная, обжигающая. Как топливо для деятельности тельца. Оба активно сексуально заряжены, и это очень их сближает. Именно на этом держится союз. Страсти кипят. И еще они оба могут хорошо готовить и любят изысканно поесть. Тельцу нравится гордиться своей женой или женщиной, но тут есть риск со скорпионом, так как она может повести себя как угодно. Скорпион очень сложный, импульсивный и ревнивый знак. Поэтому не надо давать повода ревновать самой, и не надо сразу фонтанировать в эмоциях на людях.
Если вдруг Скорпиону покажется, что Телец на кого-то смотрит, а он это может сделать, или флиртует, или еще что-то такое в этом роде. Надо себя остановить, и если это возможно, там как-то выйти на воздух, выпить рюмку водки, вдохнуть, выдохнуть, в общем, какую-то сделать паузу, чтобы прийти в себя, и потом уже смотреть на ситуацию. Может быть, тебе это привиделось. Иначе от ревности обоих может появиться кипящая лава ненависти, сжигающая все на своем пути, даже если там ничего не было. Скорпион же ранимый и подозрительный. Ей ни в коем случае нельзя врать, ни о какой лживоспасении, там вдруг что-то там произошло у Тельца, не может быть и речи. Союз горячий, и если у них нет недомолвок, и ревность как-то надо взять под контроль, хотя бы немного, то очень даже хороший страстный союз. Правда, этот союз мне напоминает скульптуру, вот, к которой привязан шарик. Вот скульптура стоит неподвижно, так как она каменная, а шарик этот вот постоянно туда-сюда, во все стороны, как мечется на ветру. Вот скульптура это Телец, а шарик Скорпион. Но если они как-то вот договорятся, будет полное доверие, то союз хороший, страстный и долгий. Мужчина Телец, женщина Стрелец. В данном случае у Тельца больше женская энергия проявляется, а у Стрельца мужская. Женщина-стрелец настойчива, неугомонна, и это полная противоположность Тельцу. Оно ему вот нафиг не приснилось, например, отрывать свой зад откуда-то и влезать в авантюрные дела. Они абсолютно по-разному тикают, и их ритмы совершенно не совпадают. Телец любит женственных женщин. Женщины-стрельцы внешне очень даже женственные могут быть. Но в них столько огня, что они быстро утомляют Тельца. Это выглядит, вот знаете, как она его уговорила пойти на какой-нибудь там каток покататься на санках. И он, в принципе, согласился и был не против. И вот уже приближаясь к этой горке, он будет ворчать и недоумевать, как он вообще на это подписался. Она фонтан идей и комок энергии. Она активная выдумщица. И лучше всего, если Телец будет поддерживать это материально и желательно без личного присутствия. Стрелец может утомить Тельца быстро, но она разбавляет его постоянство с другой стороны. И через короткое время он опять будет с интересом слушать про новые идеи и потом опять недоумевать, как он на это все пошел. Женщина-стрелец, тут я совершенно не согласна с гороскопом, важно быть замужем, она даже планирует все заранее. Обычно они этого хотят и очень внимательно подбирают себе жениха. Но замужем они хотят жить каким-то образом в свободном режиме. Ей нужна свобода общения и передвижения, и муж тут не должен препятствовать. Телец любит традиционную семью, по большей части, тельцы такие. А женщина-стрелец слишком непоседлива, весела для всяких там домашних дел. Есть некоторые стрельцы, которые умеют и готовить, и красиво это преподнести, но стрелец любит пофлиртовать просто так, а телец может себя накрутить, видя это. Поэтому полное доверие в браке обязательно, как, впрочем, и в любом браке. Мне кажется лично, им вместе будет сложно. Тельцу нужен покой и комфорт, стрельца несет на бесконечные приключения, и переделать ее невозможно. Только если вот она сама вдруг захочет. Она живет по принципу, если не сейчас, то когда. А телец тем временем смотрит в завтрашний и послезавтрашний день. В общем, стрелец никакого давления и внушения не переносит, а телец любит, когда его уважают, слушаются. Она любит развиваться и непоследливо. У них на многие вещи разный взгляд и разные способы получения удовольствия от жизни. Стрелец смело двигается вперед, а телец не любит менять что-то в привычной жизни и выходить из зоны комфорта. Стрельцу будет скучно с тельцом. Трудно им понимать друг друга, но если они оба развитые личности, они смогут даже дополнить друг друга. И это должно быть легко. Я не понимаю отношений, над которыми надо работать. Не надо работать над отношениями. Все должно быть естественно и легко. Мужчина-телец, женщина-козерог. А вот тут все по-другому, если у них есть финансовая стабильность. Это прям гармоничный и нерушимый союз. Причем им будет не скучно. Они прям реально подходят друг к другу по всем параметрам.
Вот здесь разносторонние интересы Козерога не будут выбивать Тельца из зоны комфорта. Мужчина-Телец любит женщин, ухаживающих за собой. Вот это женщина-Козерог. Она, правда, сначала покорчит из себя такую недотрогу. Ну, она девушка-Козерог, такая конкретная дама, не особо любит флиртовать, вообще тратить на это время. А Телец не любит просто красивых. Ему нужна такая вот женщина, следящая за собой, с образованием и мозгами. И вот в совместных путешествиях им хорошо и комфортно. Кстати, лучше путешествовать, вот какое-то путешествие ей подарить, например, да, если вы хотите сделать что-то приятное, чем какой-то вычурный и дорогой подарок. Они оба и смотрят в одном направлении, и идут туда с похожей скоростью, не ставя себе цель обогнать партнера. У них гармоничная семья, Козерог все равно тут будет серым кардиналом, но не в ущерб никому. Мужчина-Телец идет к цели всегда, иногда прерываясь вот на отдых, ему нужно иногда тормознуться, и пополнение сил, и опять на передовую. А Козерог, женщина, без устали, как вот девушка на танке, кто не видел, посмотрите видео про знаки, где я рассказывала про женщину Козерога. Вы помните там, что она двигается вперед по своим рассчитанным маршрутам. Если их что-то не устраивает, им нельзя молчать или переносить разговор на потом, что они любят делать. Надо сразу выяснить все, что вас не устраивает. Говорить, коммуницировать обязательно, иначе тихо, идеальная внешняя семья может расколоться внезапно, казалось бы, как орех. В такой семье может присутствовать показушничество, слегка такая образцовая семья на людях, обеспеченная и беззаботная. Но это никому не нужно. Надо понимать реальные приоритеты, свои личные вот в семье. На самом деле раздражающим моментом может стать то, что женщина поактивней, более рациональная, а Тельца невозможно сдвинуть с места без его воли. Вот это может мешать в отношениях. А так они совместимы очень даже хорошо. Мужчина-Телец, женщина-Водолей. Тоже подходят друг к другу. Водолей воздух, поэтому тут роли распределяются сразу. Он за материальность, она за развлечение отвечает. Но Водолей не раздражает Тельца, как ни странно, потому что оба фиксированные знаки, и, возможно, это их объединяет. Они оба смотрят друг на друга, оценивают важные вещи, внешность, таланты, увлечения, материальную базу. Ценности похожи, а они сами совершенно разные. Поэтому Тельцу нельзя ограничивать свободу Водолею, а она должна заниматься всем тем, что ей нравится, иначе она превратится в плаксивую стерву. Управлять семьей будет Водолей. Она умело преподносит свои идеи так, что Телец уверен, что он сам до этого додумался. Тут получается и волки сыты, и овцы целы. Трудность в том, что Водолеев часто несет в какие-то оккультные дела, и Тельцу это непонятно, его может это раздражать. Разговоры ни о чем, это так воспринимает Телец все, что нельзя конкретно потрогать. Он сам должен понимать, о чем речь. Просто так принимать на веру какие-то гипотезы ему неинтересно. Им нельзя ничего замалчивать, так как они оба могут это делать, и потом вскрывается какой-то неприятный сюрприз. Например, ему будет хотеться чего-то в постели, я сейчас образно говорю, я просто как пример. А она, не зная об этом, может насмехаться над людьми, которым вот именно этого хочется, потому что он-то помалкивает, а ей не приходит в голову, что ему может это нравиться. И позже Телец, так как ему уже стыдно ей сказать об этом, он заводит себе любовницу, с кем и практикует то, что хочет, вместо того, чтобы увлечь свою супругу и сказать ей заранее об этом и открыть ей что-то новенькое, возможно. Так что это пример, не обязательно про секс тут речь. Еще они могут учить друг друга. Вот это они любят. И Водолей, и Телец. Критиковать из-за недопонимания. А если они доверяют друг другу или прошли какие-то там трудности вместе, то они вот смогут распределить свои роли в семье, и каждый будет прекрасен на своем месте. И союз, возможно, будет гармоничный. Мужчина-Телец, женщина-Рыба. Ну что сказать? Устроены так люди. Я считаю, что этот союз плох. Знаю, что гороскопы утверждают обратное.
А почему? Потому что рыбу обычно описывают как слабых, мечтательных, бездейственных, отрешенных от мира существ, замкнутых интровертов, мнительный и так далее. А вот телец – это глыба, серьезный и уверенный. И поэтому они хорошо сочетаются. Но это не так. Рыбы в подавляющем своем большинстве совсем не такие, как их описывают. Посмотрите в плейлисте про рыб, мужчин и женщин, прослушайте. Для меня важны факты. Я долго наблюдаю за людьми. Для рыб телец слишком давящий, слишком глухой, слишком материально озабоченный, очень ревнивый и очень упертый. И вот эти врожденные черты тельцов никак не сочетаются с характером рыб. Я не имею в виду амебных рыб, их очень мало, и вот они, если, кстати, ищут папика, такая вот она хочет ничего не делать, такая купаться в деньгах, вот телец ей подходит в данном случае. Нормальная рыба, она любопытна, коммуникабельна, а это тельца настораживает. Он готов даже подключить частного детектива, чтобы быть уверенным, что она вот поехала именно туда, куда сказала. Телец в данном случае хочет, как хочет, он выступает папиком, а она такая доченька. Или он Отелло, его ревность душит рыб. Телец может быть груб, бестактен, любит ставить себя на первое место, а это рыбы не приемлют. Да, они оба любят комфорт и искусство, но вот это единственное, что их может вообще двоих объединять. На этом все. Рыба обеспечивает красивый культурный выход в свет. Для тельца это очень важно. Но телец, кроме того, что повосхищается вот какое-то время своей женой, он не может ничего ценного, в принципе, ей дать. Рыба, конечно же, сможет потушить вспышки гнева тельца, если он там в споре выходит из себя, но он все равно поймет позже, что она была права. Но интересно ли ей заниматься этим? Зачем? Рыбе нужна свобода, и она сама не будет далеко отплывать, если ее не контролировать. Но телец контролирует, и это раздражает. А рыбы деятельные по большей части и могут быть неутомимо активными, и эта активность действует тельцу на нервы. Он слишком тяжел на подъем и упрям. И я считаю, что они не сочетаются абсолютно. Напишите в комментариях, как у вас. На этом мы прошли все знаки. Я сегодня вот такая вот сверкающая, потому что я записываю видео, когда в Германии первый адвент, уже мы близимся к Рождеству, к Новому году, поэтому я вот блестящая. Всех вас обнимаю и целую, жду ваших комментариев. С вами была Наташа, до новых встреч!